Друзья, всем привет! С вами Айман Ескараева, ваш юрист в Дубае. И в этом видео мы обсудим тему развода в Эмиратах, о том, как проходят процедуры и каким образом необходимо подготовиться к разводу в Эмиратах. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на меня в социальных сетях и пишите свои вопросы в комментариях. Итак, друзья, самое основное, что необходимо понимать при оформлении развода на территории Эмират, что у вас есть несколько путей. Если вы находитесь на территории Эмират, вы можете подать на развод непосредственно в судебных органах в Эмиратах, либо вы можете подать это по месту регистрации брака, то есть в стране гражданства одного из супругов. При подаче на развод в стране регистрации брака вы должны будете дать соответствующую доверенность от сторон для того, чтобы инициировать процесс развода и, соответственно, соблюсти все процедуры согласно законодательству этой страны. Если вы разводитесь на территории Эмират, то по умолчанию применяется право шариат. Закон дает право применять право страны регистрации брака, однако на практике это вызывает определенные сложности, потому что само по себе правоприменительная практика того или иного государства, при том, что в Эмиратах огромное количество национальностей, оно практически трудно реализуемо. Более того, имеются риски подачи повторно апелляции в стране регистрации брака одним из супругов, то есть вопросы раздела имущества, вопросы очень важные касаются при решении таких разводов, и поэтому очень трудно будет в последующем на судоисполнение подать в стране, если там имеются активы, например, одного из супругов. То есть в этом плане необходимо обязательно консультироваться с юристом. В вашей стране, это будь где по регистрации брака, или это будь на территории Эмиратов, вам необходимо здесь понять нормы международного права, потому что затрагиваются очень важные, жизненно важные интересы и ребенка, и имущества, и имеются различия, коллизии, и огромное множество вопросов возникает, поэтому в обязательном плане желательно консультироваться, если вы предвидите, что у вас развод будет сложным. Длительность процесса развода зависит от различных факторов. В первую очередь, конечно, одним из важных факторов является это согласие обоих супругов. Если оба супруга одновременно решают развестись, то, соответственно, споров в этом случае не возникает ни по детям, ни по разделу имущества и финансовым обязательствам, то, конечно, можно просто мировым соглашением подать заявление, и тогда процедура развода длится не более 3 месяцев, учитывая загруженность самого суда. Если есть споры, если есть несогласие одной из сторон, то трудно предусмотреть вообще сроки развода, сколько это будет длиться, потому что другая сторона может откладывать заседание, может каким-либо образом затягивать процедуры, и это скажется на длительности самого процесса. Поэтому, как правило, максимального срока не имеется при разводе, это может длиться и несколько лет, бывает, что даже доходит до нескольких лет. Самое необходимое, основное, что необходимо учитывать при разводе на территории Эмирата, это то, конечно, что по нормам закона исламского права шариат развод имеет свои особенности. Это связано с самим законодательством, и в отличие от наших стран, хотелось бы именно подчеркнуть основные моменты, нюансы этого законодательства. Первое и самое основное, даже если у вас есть брачный контракт, вы идете в суд, соответственно, подаете брачный контракт, это еще не означает, что все нормы будут беспрекословно исполняться самим судом, потому что в части, противоречащей нормам шариат, суды отклоняют такие нормы брачного соглашения. То есть, если, к примеру, вы предусмотрели право, ограничивающее на воспитание детей отцом, то есть право попечительства вы каким-либо образом урезали, или еще какие-либо нормы, которые вразрез идут в шариат, то, соответственно, конечно, эти нормы не будут применяться для исполнения на территории Эмират. Еще одним фактором, особенностью является то, что раздел имущества не идет в соответствии, как мы привыкли полагать, 50 на 50, стороны делят при разводе. Также, кстати, в нашей стране не всегда 50 на 50, там необходимо вам будет проконсультироваться, если другой из супругов внес значительные изменения в имущество, которые в последующем увеличили его стоимость за счет собственных вкладов. Вы знаете это, либо вы проконсультироваться можете, то другой супруг имеет
имеет право на перераспределение долей в его пользу. Это решается судом также в наших странах. Здесь, соответственно, по нормам закона шариат имущество не делится поровну. Как правило, по умолчанию остается у каждого имущества, на что было записано на его имя. Однако при регистрации брака, конечно, мужчина берет на себя обязательство выплатить определенную сумму, которая была оговорена самой невестой при вступлении в брак. И эту сумму в конечном итоге, либо иную сумму, которая в последующем была установлена судом, она имеет право запросить при разводе. Также в исламском праве только мужчина платит алименты. И эти алименты он платит даже в период нахождения в браке. Если он не платит алименты, не обеспечивает финансово свою жену, это является основанием для развода. Еще одним особенным фактором, который надо учитывать, это то, что есть понятие четкое разделение опеки и попечительства. Опека – это право на содержание ребенка, ежедневный уход и забота о нем, обеспечение его основных жизненных потребностей, тогда как попечительство – это финансовое участие и участие в воспитании ребенка, то есть это обязанность отца, и она всегда за ним остается. Более того, при достижении определенного возраста, после развода и при достижении определенного возраста ребенка, отец имеет право также попросить опеку на себя детей. В случае, если разведенная женщина выходит замуж, повторный брак ее лишает права на опеку над детьми по закону исламского права. В этом плане также есть особенности, которые необходимо учитывать. При разводе немножко есть отличие для развода по мусульманскому праву для женщин и для мужчин. Мужчина может, сказав 3 слова «талак, талак, талак», то есть «я с тобой развожусь», оформить развод. Для этого, конечно, ему надо будет в последующем обратиться в суд, получить соответствующий документ, и супруга не должна быть беременна в этот момент, и после этого, конечно, суд может им довольно-таки быстро решить процедуру развода. Если женщина инициирует развод, то это не означает, что она теряет все финансовые свои притязания, это скорее является рычагом воздействия на нее, чтобы ускорить процесс развода для нее, который используется противной стороной. Поэтому очень много факторов, которые необходимо учитывать. И здесь очень важно является именно юридическая подкованность и эмоциональная готовность женщины идти до конца. Хотелось бы, конечно, остановиться на основных моментах по подготовке женщины к разводу, потому что именно женщины чаще всего страдают при разводе, потому что она борется не только за свое существование, она борется за ребенка, и поэтому я бы хотела в этом видео немного остановиться более подробно на том, что необходимо женщине сделать до момента развода или с чем она может столкнуться, основываясь на своей практике. Итак, дорогие женщины, уважаемые девушки, которые подумывают о разводе или уже вступили на этот путь, первое, что необходимо понимать, что это, конечно, огромные финансовые расходы, и не только здесь идет речь о самом разводе процесса, бракоразводного процесса, услуги адвокатов, но это в первую очередь это ваше жизнеобеспечение. Вы остаетесь с ребенком на руках, и рассчитывать на то, что он будет вовремя платить алименты, это крайне неосмотрительно, поэтому вам необходимо иметь очень хорошую финансовую подушку безопасности, по крайней мере на первое время, пока дети вырастут или вы устроитесь на работу, и все эти моменты нужно предусматривать и иметь, конечно, запас прочности. Девушки, еще один важный вопрос, момент, когда вы имеете дело с абьюзером, если вас унижают, периодически терпите побои, телесные повреждения, необходимо в обязательном плане это фиксировать. Это делается через медицинские учреждения, вы получаете справку, в которой будут отражены все ваши телесные повреждения, побои, и которая может явиться доказательством в суде того, что вы понесли такие вот увечья. В этом плане нельзя скрывать, это не тот случай, когда ссоры не выносятся из избы. Необходимо привлекать обязательно соседей, родственников, друзей, которые в последующем могут выступить свидетелями. Вызывайте полицию.
фиксируйте и никогда не оставляйте это на воле случая. То есть в последующем это может вам ускорить процесс развода с таким человеком. Еще один важный фактор, который хотелось бы отметить, что если вы готовитесь к разводу, имейте в виду, что эти процессы очень длительные. Возможно, перед вами встанут вопросы решения ежедневных ваших жизненных трудностей, мелочей, связанных с погашением каких-то кредитов, погашением ваших чеков, обязательств финансовых перед банком. Это могут быть школьные учреждения. И все эти нюансы вы должны предусмотреть. Желательно, еще один очень важный совет для вас: возьмите, пожалуйста, доверенность, потому что если у вас есть общий бизнес, какая-либо квартира, которую вы сдаете, или же оформить какие-то документы, справки для ребенка надо. В случае, если вы заранее возьмете у мужа доверенность, вам в последующем не придется вступать с ним в переговоры, которые будут в этот момент затруднены. Конечно, очень такой чисто операционный совет – это имейте оригиналы документов при себе, потому что при разводе вы должны их подать. Если у вас нет оригиналов, то хотя бы оставьте себе хорошую копию. Это документы ваших детей, удостоверяющие документы, личность вашего супруга, потому что при инициировании развода вы должны будете подать эти документы в суд. Еще один важный совет девушкам – это исключите ваше компрометирующее поведение. Что туда входит, вы сами интуитивно чувствуете. Даже если это разрешалось вам в браке, в последующем ваш бывший уже супруг будет использовать для того, чтобы забрать опеку над детьми у вас, либо каким-либо образом влиять на ваше решение. Поэтому никаких общений с мужчинами, никаких ночных клубов, тем более с детьми, потому что есть это в практике, что действительно решали, что мать не заслуживает иметь возможность опеки над детьми, которая себя таким образом компрометирует. Еще раз хочется отметить, что каждый случай является индивидуальным. Вы можете, в принципе, подать на развод, не обязательно для этого иметь адвоката. Это совершенно недорого. В Эмиратах это обычная государственная пошлина, которую вы платите, например, в Дубае, в Аль-Адид вы идете. Но для чего вам нужен юрист, хороший адвокат, который поможет вам пройти этот путь, который возьмет на себя сбор доказательств, который поможет вам разобраться в этих тонкостях, потому что такие ошибки непростительны в будущем. Пожалуйста, обязательно консультируйтесь хотя бы с юристами, прежде чем идти на такое мероприятие, которое в последующем повлияет на всю вашу жизнь и на жизнь ваших детей. Пожалуйста, берегите себя, будьте здоровы. С вами была Айман Ескараева. Спасибо большое за внимание. Пишите свои вопросы в комментариях. Буду рада вам помочь, ответить и всегда на связи.